Итак, друзья, привет, с вами Тага, вы на канале Про Щит, и у нас очередной интересный выпуск. Прямо сегодня мы разберем новинку от Pioneer DJI FLX6. Это новый контроллер бюджетного уровня, который удивил именно соразмерностью своего размера, простите за тавтологию, и цены, потому что стоит это чудо чуть-чуть больше $600. Однако дает на своем борту массу функций, две из которых удивляют очень сильно. Давайте рассмотрим, куда начал двигаться Pioneer, потому как все, что он выпускает в последнее время, было как-то сильно дорого, но качественно. И, возможно, Pioneer под воздействием других брендов, таких как Native Instruments и Denon, начал двигаться ближе к народу, то есть стал клиентоориентированным. Здравствуйте. Я не уверен. Алло. Извините. Так сложилось, что люди начали потихоньку выбирать, что такое хорошо, что такое плохо, а наша задача донести информацию до вас максимально лаконично. И это аналитический обзор, потому что железка в ее родном виде, то есть чтобы мы ее потрогали, приедет нам, скорее всего, через пару месяцев. Однако каждый из вас хочет узнать о ней на русском языке как можно больше и не понимает, что говорят англоязычные обзорщики, потому что не знает английского. This controller is a great choice for beginner and intermediate DJs. Мужик, я ни хера не понял, что ты сказал мне. Давайте разбираться, что такое FLX6 и для кого он может быть полезен. Для начала это 4-канальный контроллер. Как говорят обзорщики с других ресурсов, это качество точно такое же, как Pioneer DJI 400. Те же ручки, тот же пластик, но цена и тот функционал, который дает этот контроллер, впечатляет. То есть не с точки зрения, что это вау, как опять дорого. И скорее всего Pioneer все-таки решил сделать что-то полезное за оптимальные разумные деньги. Давайте разберем его более подробно. Мы видим 4-канальный пульт, который достаточно лаконично собран. Ручки пластиковые, фильтра, загрузка трека, выброс и работа с браузером, 4 деки, возможность играть как с одной стороны двумя плеерами, так и с другой стороны. Здесь есть питчи среднего размера, не совсем маленького, то есть бывают и меньше. Хотелось бы, конечно, чтобы размер питча был полноразмерный, но мы понимаем, что мы должны чем-то жертвовать. И здесь, если говорить о размерах, а кто-то из вас этим вопросом задается... Нет, это не то, что вы подумали. Так как путешествуют со своим сетапом, и для вас и вес, и размеры имеют большое значение, спросят, а какой же он сам по себе. Джоги очень хорошие по размеру, это факт. И это чуть-чуть больше, чем DJI 800, чуть-чуть меньше, чем DJI 1000. То есть, в принципе, достаточно оптимальный 4-канальник. Что-то вроде Tractor Control S3 MK2. Это история, когда вы, скажем так, не заморачиваетесь и хотите плюс-минус себе удобный девайс с необходимым набором подключений или кнопок. Давайте изучим и их теперь тоже. Давайте посмотрим на каждую деку, каждая из которых в принципе напоминает то, что мы обычно видим у Pioneer. Мы видим классическую функцию луп-секции, то есть это та самая луп-секция, доставшаяся нам по наследству с Pioneer CDJ 500. И также видим кнопки Q-Loop, Memory, управление метками. Видим переключение дек, достаточно удобное. Как раз, кстати, вот именно в этом моменте хотелось бы выразить респект компании Pioneer, потому что в отличие от DJI 1000 мы видим кнопку, которая хорошо подсвечена. Теперь мы точно не заблудимся ночью, куда нажимать при смене дек. Респект таким пацанам! Я напоминаю, что это очень важно для тех людей, которые играют с 4 каналов. Дальше мы видим кнопку Shift, вот ее хотелось бы подсветить. Стандартные круглого оформления кнопки Play Q. Дальше перформанс-пэды, которые из себя представляют следующие функции. Hot Q, Pad FX, Beat Jump, сэмплер. Либо через переключение кнопки Shift, Keyboard, K-Shift, Beat Loop и SP Scratch. Дальше идет среднеразмерный питч, 2 кнопки, отвечающие за синхронизацию ритма и мастер-деки, а также новые фишки, вот о которых стоит поговорить более детально. Особенностью этого контроллера стало 2 режима. Merge FX и Jog Cutter. Jog Cutter представлен в 2 исполнениях, как в виниловом, так и нет. Но весь прикол этих функций в том, что они автоматизируют ваш процесс диджеинга. Капец как интересно.
Давайте разберем Merge FX. Это штука, которая позволяет в 4 режимах выбирать вам разные эффекты и, скажем так, группировать их в один. Вы беретесь за одну большую ручку, крутите ее, и вы становитесь волшебником. То есть даже если вы играете один день, вы сразу умеете миксовать так, как Джеймс Забиелла. То есть сделать все вот эти вот крутые фишки, которые он делал 10 лет назад при помощи RMX 1000 и 4 дек CDJ 2000 Nexus. Как вам такое? То есть теперь вам не нужна школа, вы не должны задрачивать до дыр сотнями ночей, скретч, всякие штуки и прочие вещи. Изучать эффекты вы просто выбираете кликом 4 эффекта. Беретесь за один большой рычаг, дергаете его, и вы волшебник. Короче, в общем, это штука, которая полезна каждому, кто хочет не заморачиваться с диджеингом. Двигаемся дальше. Jog Cutter. Особая фича, которая удивляет скретчеров. И теперь я предрекаю, что это будет, как у меня на майке, новый юмор про синк. То есть, когда вы будете спорить, блин, опять какая-то автоматизация, нарушающая порядок вещей. То есть, нарушаем классику, убиваем диджеинг. Вот где вот это все наше. Но это такой очень узкий андеграундный юмор, а я продолжу. Jog Cutter — это фишка, которая помогает вам скретчить, не используя кроссфейдер. Вы сейчас не ослышались. То есть все каты, которые вы должны делать, задрачивая свои пальцами движениями, бессонными ночами, вы можете просто вращать джог. Я просто в шоке. Устройство, имея свой алгоритм, либо выбранный вами, будет делать Baby Scratch, трансформ, различные вырезы и врезы звуков самостоятельно, потому что там, видимо, сидит какой-то маленький скретч-тролль, помогающий вам создавать нереальное музло. То есть вы теперь вообще профи, вы теперь и Джеймс Забиелла, и Кьюберт в одном лице. Короче, это самая крутая доска за 600 баксов, потому что контроллер выполнен в формате DDJ 400, а я напомню, что это очередной хит, потому что раскупается он бешеными тиражами. Мы всегда говорили, что DDJ 400 — это крутой контроллер, и своим ученикам, когда они не знают, что выбрать, советуем начинать именно с него, либо с Traktor Control S2. Ну, потому что в зависимости от программы вы делаете свой выбор. Но в целом, когда вы еще не знаете, как правильно вообще создать свой полноценный микс, вам нужна какая-то штука, за которую надо немного заплатить. Ну, потому что потом, получив знания, вы сможете выбрать то, что вам по-настоящему нужно. И вот теперь на рынке появился контроллер, который является наследником DDJ 400, но с 4 каналами и с 2 крутыми фичами, которые сразу сделают из вас профи. Хороший джог, качественный. Ручка Merge FX позволяет вам менять быстро 4 режима, а также запускать тот, который вы хотите сделать прямо сейчас. А теперь давайте разберем пультовую зону этого контроллера более детально, что она из себя представляет. Загрузка трека, браузер для того, чтобы выбирать и путешествовать по библиотеке, фильтра, хороший достаточно эквалайзер, в котором не так тесно, как на DDJ 400, и секция эффектов, которая позволяет вам регулировать тот канал, на который вы хотите запустить эффект, а также запустить либо BitFX, либо другой эффект, который вы выбрали. Глубина эффекта и стандартная классическая кнопка включения этого эффекта. Кросс, если вдруг вы захотите поиграть в настоящего диджея. Ну а теперь давайте перейдем к заднице этого устройства. К сожалению, в этом устройстве нет внешних включений, то есть вы не сможете сюда подключить виниловую пластинку или какой-то другой плеер. Здесь все только автономно, и вы можете использовать программу либо Recordbox, либо Serato Pro. Причем
эти программы идут вам абсолютно бесплатно, то есть вы просто ими пользуетесь. Халява, ловись! Это очень круто, потому что человек, который покупает устройство, не собирающийся заморачиваться с точки зрения какой-то тренировки и прочее, покупает себе штуку, которая может погрузить его в мир очень крутого фана, музыкального фана. И здесь на задней части мы видим мастер-выход в формате RCA, выход на мониторы в формате RCA, регулировка микрофона и сам вход в микрофон в формате большого джека и USB разъем для того, чтобы вы подключили этот контроллер к вашему компьютеру. Контроллер не работает как система стендалон. Это я говорю сразу для тех, кто задаст этот вопрос в комментах. Ну, конечно, можете спросить, если вы не досмотрели этот ролик до конца. Кроме того, у этого устройства есть передняя часть, на которой тоже есть на что посмотреть. Там вы можете подключить наушники как через большой джек, так и через малый, а также регулировка уровня наушников, перенос наушников с Q на мастер, что, кстати, очень неудобно в таком расположении, но мы-то понимаем, для чего этот контроллер. И регулировка микрофона на передней части панели также присутствует. Давайте посмотрим на основные технические характеристики. Значит, контроллер коннектится с программами Serato Pitch and Time DJ, Serato FX Pack, совместимы программы Rekordbox, Serato DJ Pro. Системные требования вы можете посмотреть на сайтах как Rekordbox, так и Serato.com, что идет в коробке. Сам контроллер, USB кабель, гарантия, краткое руководство, причем гарантия есть небольшая пометка, только для некоторых регионов. Видимо, там, где гарантия не нужна, этот контроллер будут использовать как-то иначе. Меры предосторожности при использовании, ваучер на пакет Serato Pitch Time и ваучер на пакет Serato FX. И давайте посмотрим на его размеры. По ширине контроллер 676 мм, высота 68, глубина 345, вес 3,8 килограмма. Звуковая карта 24 бита 44100, частотные характеристики 20 Гц-20 кГц. Соотношение сигнал-шум 104, искажение 0,004 тысячных. Четырехканальный контроллер, элементы управления DECI 4 двойной, джок 206 мм. То, о чем мы и говорили, достаточно большой. Сэмплерный слот 4 банка по 16 слотов, ручной луп, автоматический битлуп и входы микрофон, USB, один мастер-выход, один мастер-выход для монитора и два входа под наушники. Маленький джек и большой. Для кого и для чего этот контроллер и в целом полезная ли эта штука? Однозначно да, потому что на рынке не так много устройств за такие деньги, дающие столько возможностей. Все-таки это уже возможность играть в 4 канала и смешивать более чем 2 дорожки, что очень круто, а также помочь прикоснуться вам к скретчу или к сопряжению нескольких эффектов в один при помощи всего 2 ручек. Это очень классно, особенно для начинающих, которые хотят сразу стать звездами. Но есть один очень тонкий момент. Если вы думаете, что этот контроллер поможет вам расширить ваши знания с точки зрения подключения чего-либо еще, вы ошибаетесь. Еще раз повторюсь, в него ничего подключить нельзя. Вы можете только использовать программу Serato DJ Pro либо Rekordbox DJ. Это то, что вы точно должны про него знать. То есть мы получаем следующее поколение контроллера DDJ 400, возможно, с более прикольным звуком, потому что вся новая линейка пультов DJM S11 и V10 уже на новом звуке и звучит более приятно, чем это было раньше, за что Пионеру респект. Ну и, конечно, Пионер, добро пожаловать к людям, ты наконец возвращаешься, что приятно, потому что раньше устройство флагманское от Пионера стоило $1100-1300. Сейчас флагманское устройство от Пионера стоит больше $3000. То есть, когда мы понимаем, что все-таки где-то там, в глубине большого-большого камня, у Пионера бьется маленькое-маленькое голубиное сердце. В общем, я рад, что
Появился еще один конкурент другим брендам с точки зрения 4-канальных контроллеров, и теперь есть что пообсуждать. А для вас есть повод задуматься, если вы фанат Serato DJ Pro или фанат Recordbox DJ, а денег у вас не так много, то вы можете выбрать и хорошо рассмотреть и этот контроллер тоже. Как только этот контроллер окажется у нас в студии, мы, конечно, разберем его до винтика, послушаем, сравним звук, ну и все вот как вы любите. Ну а пока я призываю вас оставлять комменты, потому что они помогают нам определить, насколько вы трепетно относитесь к нашим обзорам и той технике, которую вы выбираете для своего диджеинга. Надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Еще раз благодарю студию Mirage за возможность снять обзор именно в этом месте, потому что оно располагает к хорошему настроению. Ну а всем вам желаю хорошего диджеинга, качественной музыки, аплодисментов во время ваших сетов и делать правильный выбор. Ну а для тех из вас, кто не понимает, как делать выбор, под этим видео в описании вы найдете ссылки как на наши курсы, так и контакты, которые помогут вам с выбором оборудования и покупки его со скидками. С вами был Тага, Школа Pro Stereo. Увидимся в следующих сериях. Пока!